Христос воскресе, дорогие мои братья и сестры, аз грешная Елена с Алтайского края, еще нахожусь с проклятыми документами, но на пути в истинную церковь Царской империи. Я хотела бы поделиться с вами своей историей, чудом, которое Господь явил мне многогрешной через мою маму. Моя мама была верующей женщиной, но к этому времени, когда я узнала про царя-батюшку Зосима, про истинную церковь, которую Господь нам даровал на последнее время, мама была уже лежачая, глухая и совсем ослепла, но из ее уст молитва не сходила до последней минуты ее жизни. Ухаживала за мамой я, и она всегда меня просила, чтобы я ей готовила среда пятницы только постную пищу, соблюдала все посты, просила молиться за нее и говорила, что у нее на меня вся надежда. На этот момент я слушала проповеди царя-батюшки, познакомилась с матушкой Олимпиадой, по возможности общалась с владыками. При общении с владыком Ануфрием я его спросила однажды, а можно ли через меня мою маму присоединить к церкви? Рассказала немного о ней. Владыка Ануфрий сказал, что они с владыками этот вопрос обсудят. Через несколько дней позвонил владыка Варсонофий и сказал, что нужно избавиться от всех маминых документов, что я и сделала за нее. Позвонила владыке, сказала зала, что все сожгла. А он мне говорит, не лукавьте, не все. Я сначала даже растерялась и сказала, владыка, все, что было, сожгла, видео прислала, перечислила все, а свидетельство о рождении не нашла. Моя мама была с 30-го года. Владыка говорит, ищи. Я даже расстроилась и думаю, где мне искать? У нее все здесь лежит. И начала снова перебирать бумажки, квитанции. Смотрю, какой-то листок свернутый, затертый. Разворачиваю. Это свидетельство о рождении мамы с 30-го года. Все буквы уже пожелтели. Но разве это не чудо? Я так обрадовалась, побежала, сожгла и снова звоню владыке Варсонофию. Он говорит, ну вот, все, теперь готовьтесь, через час созвонимся. На расстоянии через меня с владыком Варсонофием мамочка моя приняла присягу, присоединили ее к церкви, прошла чин отречения. На утро она проснулась, я подхожу к ней, а она мне говорит, спасибо тебе, доченька. И я спрашиваю, за что, мама? А она мне, за то, что причастила меня. Я сначала не поняла, удивилась. И мне здесь пришел такой помысел. А вдруг ее сам Господь причастил? Какое чудо! Позвонила сразу владыке Варсонофию, матушке Олимпиаде, матери Анне, на радостях всем сообщила. Господи, люди, выход есть, Господь нас не оставит, Господь видит все наше сердце. Через 5 месяцев моя мама отошла ко Господу. Я еще грешница думала, как я ее потом без документов хоронить буду. Помолилась, и Господь мне помог. Даже добилась, чтобы ее не вскрывали, хотя у нас всех вскрывают, и старых, и онкобольных. Но разве это не чудо? Люди, давайте выходить из этого плена иудейского, иначе нас ждет погибель.